Спасибо, что включился с тобой Герашов, и для начала нам вместе с вами нужно определиться, из чего у нас будет сделана капсула времени. На самом деле это одна из самых простых задач, потому что существуют обычные простые пластиковые бочки. Они абсолютно герметичны и сделаны из пластика, который разлагается в земле больше 400 лет. Поэтому такая бочка нам отлично подходит в качестве оболочки. Мы ее немного украсили и, разумеется, нанесли логотип Ютуба, чтобы, если что, все знали, где искать видос. Но самое интересное это, конечно, содержимое, которое должно как-то отражать дух нашего времени. И там должны быть самые классные, самые клевые вещи 2021 года. Именно поэтому, чтобы не опозориться перед потомками, мы сразу туда кладем iPhone, MacBook и AirPods. Да, пацаны, это очень дорого, но у нас и не было цели сэкономить, потому что, надо признать, вся наша жизнь сейчас протекает в этих гаджетах. Даже сейчас с вероятностью 99% вы с телефоном или ноутбуком в руках. Ставь лайк, если я экстрасенс. И ты с телефоном или ноутбуком. И, кстати, мы выбрали компанию Apple не просто так, а потому что это сейчас самая дорогая компания в мире. Если вы захотите ее купить на сэкономленные деньги на обедах в школе, то вам придется потратить 2 триллиона долларов. Или вы можете купить одну акцию, что мы, кстати, тоже сделали. Мы купили по одной акции каждой компании, которая сейчас у всех на слуху. Apple, Tesla, Sony, Nike, Microsoft, Intel и Яндекс. Все эти акции обошлись нам в очень кругленькую сумму, но я надеюсь, что через 100 лет их найдут мои потомки, и они будут стоить на порядок выше. Кстати, как вы думаете, это так или они наоборот полностью обесценятся? Вот что точно обесценится, я в этом уверен, это наши бумажные деньги. Мы все-таки решили положить по одной купюре каждой валюты, а конкретно рубли, доллары и евро. Их мы кладем немного, потому что мы люди прогрессивные и мы верим в криптовалюту. Покупайте биткоин. На вот эту маленькую неприглядную флешку мы закинули 0,01 биткоина. Почему такая сумма? Да потому что у нас нету целого биткоина, алло, он стоит 4 миллиона. Весь этот набор будущего миллионера мы постараемся дополнительно защитить от влаги. Мы упаковываем его в специальный пакет, который сначала вакуумизируем, а потом запаиваем. И только после этого он отправляется в нашу капсулу времени. Вы скажете: Саша, ты сумасшедший! А я вам отвечу: Да, мы закапываем тупо деньги в землю. но мы же хотим сделать самую крутую и самую дорогую капсулу времени. Поэтому идем дальше. Макдональдс. Эта компания в представлении не нуждается. И, наверное, абсолютно все знают их самый популярный бургер. И это Биг Мак. Я как парень из деревни могу вам сказать, что когда ты приезжаешь на каникулы в большой город, первое, что ты делаешь, это бежишь в Макдональдс и заказываешь себе вкусненький Биг Мак. А чтобы было еще вкуснее, ты себе заказываешь холодную Кока-Колу. Это что за шикарные кадры в моем видео, которые заслуживают лайка и второго лайка прямо сейчас? Так что я думаю, очень трудно поспорить с тем, что это важная часть нашей истории, как бы это смешно ни звучало. Так что отправляем колу и Биг Мак в вакуумизатор, а потом в нашу капсулу времени. Правда, Биг Маку что-то немного поплохело. Надеюсь, доживет. Коронавирус. Мы, к сожалению, не могли обойти его стороной, потому что это напасть 2021 года. И как ни прискорбно осознавать, но маски и антисептики очень плотно вписались в нашу повседневную жизнь. Сложно поверить, но о короне 100% будут писать в школьных учебниках. Это неотъемлемая часть истории, которая происходит прямо сейчас на наших глазах. Поэтому мы кладем в нашу капсулу времени набор из 10 медицинских масок и фотографий людей на улице городов во время пандемии. Надеюсь, что через 100 лет люди уже поборят все болезни, им не придется ходить в этих масках и перчатках. Давайте о хорошем. Мы зашли в топ-чарты разных музыкальных платформ и сделали скрины самых популярных ныне треков, как русских, так и зарубежных. Всего мы сделали 20 скринов песен, которые прямо в данный момент раскачивают колонки по всему миру.
Честно говоря, не знаю, насколько эта музыка будет актуальна через 100 лет, но не удивлюсь, что Camry 3.5 будут как классику наравне с Моцартом слушать в какой-нибудь школе. Вакуумизируем и отправляем в нашу капсулу времени. А следующим лотом в нашу капсулу времени отправляется Лего. У каждого уважаемого себя мужчины были вот такие Лего-человечки. Если у вас их не было, значит что-то с вами не так. Шутка. На самом деле, конечно, Лего было не у всех, но игрушки — это очень важный элемент взросления и социализации современного человека. Поэтому Лего тоже отправляется в нашу капсулу времени. Дальше мы решили положить пистолет. В 21 веке, к моему сожалению, до сих пор используется огнестрельное оружие, а в некоторых странах его ношение официально разрешено. Но, конечно, больше всего расстраивает то, что в наше время продолжаются настоящие войны. И именно поэтому мы решили положить в нашу капсулу пистолет, как напоминание людям из будущего, что даже в 21 веке люди иногда решают свои вопросы с помощью оружия. На всякий случай мы кладем пустой пистолет, потому что, во-первых, неизвестно, кто его все-таки найдет, а во-вторых, я надеюсь, что у людей из будущего не будет потребности в оружии, и этот пистолет им покажется древним и абсолютно бесполезным. А что вы видите на этом кадре? Я делаю вид, что записываю новое видео, а оператор делает вид, что ему очень интересно. Но на самом деле в нашу капсулу времени мы положим то, без чего я, например, свою жизнь уже не могу представить, а именно камеру. Я положу свой запасной набор для съемки видео, в который входит камера, объектив, еще одна маленькая камера, провода, аккумуляторы и много чего еще. В 21 веке люди все фиксируют, все снимают, камеры находятся абсолютно везде, и это действительно неотъемлемая часть нашей жизни. Так что, пуская уже не первую скупую слезу, я кладу камеру в нашу капсулу времени. И наконец-то настал тот момент, когда мы поехали закапывать капсулу времени. Нас ждал долгий 6-часовой путь в очень далекие края, чтобы мы были уверены на 100%, что нашу капсулу никто не найдет раньше времени. В общем, подготовились по полной для того, чтобы передать привет в 2121 год. Я даже взял с собой шашлык. Но это уже я для себя. И вот спустя долгие 6 часов мы все-таки доехали до нужного нам места. Мы приехали в лес, где долго искали подходящее место для раскопа, потому что земля была твердая, промерзшая, ее было очень тяжело копать. Но в какой-то момент нам улыбнулась удача, и мы все-таки нашли песчаное место, где было достаточно легко вести наши раскопы. Поэтому Паша принялся копать яму, а я, как и обещал, делать шашлычок. Еще я подготовил ряд вещей, которые так или иначе уже связаны напрямую со мной. Их мы положим в капсулу в самый последний момент, прямо перед запечатыванием. Поэтому обязательно досматривайте до конца, вас там может ждать небольшой сюрприз. Я уверен, пацанам понравится. Паша, копай давай! Да что я уже кушать хочу, Сань? Копай! Саня шашлыки жарит вам. Саня, ну где наш шашлык-то, а? Уже готово, парни! Костя! Парни молодцы! Хорошо постарались, разбирайте по одной штучке. А есть соусец какой-то? Ну а так, любой соус на твой вкус. Татарский, лечо, чили, русский, пожалуйста, бери любой. Лечо. Шашлычный? Другое дело. Блин, надо было каждый кусочек мяса разным соусом. Все равно так много. Конечно, нужно было, Костя, потому что у Махеева очень много разных вкусов. Это вот то, что я взял, это буквально еще маленькая часть. Сань, а давай поменяемся, я хочу татарский попробовать. Хорошо, татарский. Я, кстати, поострее люблю. Ну что вообще вы капсулу как стол используете? Нам еще туда надо складывать наши вещи. Ребята, в общем, мы раскопали огромную яму, и сейчас мы положим последние предметы в нашу капсулу. Это моя золотая кнопка моего канала, потому что YouTube это по факту сейчас моя основная работа, моя жизнь, я этим живу, я этим думаю, и это, наверное, очень хорошо меня описывает. Уходит в капсулу времени.
Также в эту бочку мы кладем фото вас, дорогие подписчики. Я рандомно выбрал из вас, ребят, кто оставляет комментарии, выбрал рандомно ребят и распечатал их аватарки. И вот они сейчас тоже пойдут в нашу капсулу времени. Класс. Ну, также я свою фотографию, где я еще худой, чтобы потомки видели, узнали. Мой вес, когда я уже перестал быть худым. Это еще со скидкой. Это еще со скидками. Это со скидкой. Количество моих подписчиков на данный момент. Поэтому посмотрим, сколько у меня будет подписчиков через 100 лет, ребята. И в конце я оставляю свое послание и кладу вот эту флешку, на которой есть одно секретное видео, где я рассказываю полностью свою биографию и какие-то свои личные секреты, о которых никто никогда не узнает при моей жизни. Поэтому складывай. Этот комплект у нас идет в двойную защиту, поэтому кладем наше послание сюда. Ну что, ребята, закапываем мы нашу капсулу. Мне, правда, очень было приятно снимать этот ролик. Я очень надеюсь, что мои потомки найдут эту капсулу, как совсем недавно я нашел капсулу своего прадеда, и прочитают то, что я им там написал, и то, что я им там записал на видео. Это очень круто. Спасибо большое, что вы сподвигнули нас на это. Спасибо большое за просмотр. Ставьте обязательно лайк. Оставляйте свои капсулы времени для своих потомков. Ну а с тобой был Герасев, Пахен. Мы очень устали. Всем пока-пока.